Они хотят победить. Ради этого они готовы на все. Они об этом неоднократно заявляли. Более того, они неоднократно заявляли, что все, кто против них воюет, заслуживают уничтожения поголовно вместе с женщинами, детьми, там, стариками и так далее. У них официальный лозунг «хороших русских нету». Их надо убить всех. Это то, что они официально вполне пишут в своей этой самой прессе. Значит, в Донецке, там, я не знаю, кто с их точки зрения там живет, русские, сепаратисты или еще кто-то, значит, но они тоже, они заслуживают уничтожения еще с 2014 года. Если русские с их точки зрения стали заслуживать уничтожения с 22-го, то жители Донбасса с 14-го, потому что они выступили против Украины, против европейских ценностей там, и так далее. Они этого не скрывали. Вот если там по поводу своего нацизма, они говорили, нет, это не нацизм, это просто дети балуются. Подумаешь, свастика, ну и что? Свастика – это еще не нацизм, это просто дети балуются. Откуда вообще вот это пошло? Мы же понимаем, что корень этого не 14-й год далеко. Нет, конечно. Это воспитывалось еще со времен перестройки у НАУНСО, да, и организация с вполне себе нацистской идеологией была создана еще в последние годы перестройки. Я уже не помню, там в 90-м году или в 91-м, но я еще в университете учился, она существовала. То есть это еще Советский Союз существовал. Тогда уже начали, кстати, воспитываться будущее поколение украинских нацистов, причем именно боевиков нацистских. Я просто всегда говорил, и еще раз повторяю, что Украина может существовать только как антитеза России. По-другому ее существование ничем не оправдано, даже в глазах самих украинцев, или граждан Украины, жителей этих территорий. Для того, чтобы объяснить, обосновать необходимость существования украинского государства, надо доказать хотя бы этому населению, что Россия несет экзистенциальную угрозу, что она всю жизнь угнетала, убивала, мучила там, и так далее. И что только сепарировавшись от России, можно жить достойно. Больше ничем объяснить необходимость существования украинского государства невозможно. Поэтому все украинские мягкие националисты очень быстро превращались в отпетых нацистов. Если вы просто приходите и говорите, что ну вот у нас вот есть Украина, поэтому должна быть украинская нация, давайте все будем говорить по-украински. Говорят, мне и так удобно. Чем мне говорить по-украински, если все вокруг меня говорят по-русски? Зачем напрягаться? Ну, пожалуйста, поднимите свой флаг, назовите нацию украинской там, и так далее. Но украинского националиста это не удовлетворяет. Его же не флаг, там, герб и гимн только интересует. Это тоже, да. Но его еще интересует украинское окружение. Он себя должен чувствовать в комфортной ему обстановке. А комфортная обстановка – это все в вышиванках с писанками и щебечут на державній мові. Ну, если вы не хотите по-хорошему, давайте по-плохому. Давайте будем вас ограничивать в правах за то, что вы говорите по-русски. А почему нельзя говорить по-русски? Потому что Россия агрессор. Это вот сейчас они говорят, ну вот видите, страна-агрессор, вы говорите на языке страны-агрессора. Но они раньше говорили, так надо давать искусственные привилегии украинскому языку, потому что русские его всю жизнь уничтожали. Или, постойте, его придумали большевики в Кремле. Насаждали здесь большевики его при помощи центральной власти. Как же его русские уничтожали? Нет, русские все время уничтожали. Здесь все говорили по-украински, а потом русские запретили говорить по-украински, и вообще всех украинцев убили, а сюда привезли русских. Значит, вы русские? Нет, мы украинцы. А как же вы украинцы, если всех украинцев убили, а сюда привезли русских? Ну, мы чудом уцелели. Так а все остальные, значит, русские. И в таком случае нормально, что они говорят по-русски, да, и вообще здесь уже Россия, потому что ну, вас, украинцев, мало уцелело. Нет, они тоже все украинцы, просто они русифицированные украинцы. Их предков русифицировали, заставили говорить по-русски. Они забыли свою культуру, а мы им напоминаем, что они не русские, а украинцы. Вот такая вот каша в голове, но она очень быстро приходит к тому, что ну, если вы меня не понимаете, не хотите меня поддержать, давайте мы вас просто расстреляем, да и забудем уже. И все начнем наконец-то счастливо говорить по-украински.